Вас приветствую, Ростислав Владимирович. Добрый день. Ну, у нас сегодня такой довольно пестрый набор новостей, как у Конан Дойля, такая пестрая лента. В частности, вот то, что обратило мое внимание на себя, значит, могут быть рассмотрены в ближайшее время поправки к выборному законодательству. И там есть помимо, например, отказа от довыборов в Госдуму в год, который предшествует основным выборам, вроде бы как против этого никто не возражал, проживающие за рубежом постоянно будут голосовать только за представителей партсписков, а не по одномандатным округам. Не будут приниматься пожертвования от организаций, связанных с террористами и экстремистами. Помимо иноагентов, это уже есть такая норма. Ну и вот два дискуссионных пункта. Во-первых, допускается полностью голосование в электронной форме без бумажных бюллетеней, хотя вроде бы ранее представитель ЦИК Элла Памфилова говорила о том, что бумажные бюллетени останутся. Ну, давайте с этого начнем, потому что есть еще и второй пункт. Давайте сразу два, чтобы я потом не возвращался. Тогда хорошо. Минюст разрешил вести фото- и видеосъемку на съездах партии. Очень возмутило это коммунистов. Они считают свои предложения секретными и боятся, что их, значит, возьмут на вооружение другие. То есть спорными являются два пункта. Это по поводу разрешения вести съемку и по поводу отсутствия бумажных бюллетеней. Угу. Значит, что я могу сказать? В настоящее время, это с учетом того, какие гаджеты продаются в свободном доступе, причем официально, не те, которые нельзя использовать, да, там всякую шпионскую аппаратуру, те, которые продаются официально. Вести съемку на любом съезде может кто угодно. То есть ничего секретного там нет. И более того, у партий, как у политических структур, не могут быть секретные съезды. У них могут быть какие-то внутрипартийные секреты, там в их там политбюро, еще где-то там, кто у кого дубинку украл там и так далее, это их проблема. Но публичных программ там, и так далее, там не может быть никаких секретов. Партия — это публичные структуры, значит, поэтому не вижу никаких проблем с видеофотофиксацией на съездах, потому что потом начинается, вы знаете, этот на съезде был, этого на съезде не было, значит, они друг на друга доносы пишут, а Минюст должен каким-то образом выяснять, кто из них прав, кому на слово верить, да? Значит, вот. Поэтому я говорю, не вижу никаких проблем. Что касается важных бюллетеней... Не, тогда, извините, да. Раз вы переходите уже к другому пункту, значит, они могут не пускать на свои съезды никого, того, кого не считают нужным, а Минюст они не пустить не могут. То есть, как бы, если это будет утечка из их партии... Еще раз говорю, что это самое, что Минюст — это официальная государственная структура, да? Именно, да. У меня не может потребовать там документ кто угодно, но полиция может, да? И я не могу сказать, вы знаете, мне ваше лицо не нравится, значит, и я вам не покажу. У меня это может не быть с собой, там еще что-то. Это, кстати, проблемы, которые решаемы. Значит, но просто отказаться я не могу. Но здесь то же самое, это государственная структура. Значит, и я еще раз повторяю, у партии не может быть ничего такого секретного, да, чего нельзя было показать государственным структурам или предъявить обществу. Их личные взаимоотношения — это секретно, да. А какие у них могут быть секреты? Это не государство, это общественная организация, партия. Да? Какие у них могут быть секреты? Понимаете, когда коммунисты были КПСС и были единственной руководящей направляющей силой и руководили страной, то партийные секреты были государственными, потому что на Политбюро принимались государственные решения. А сейчас они не государство. И Единая Россия показывали по телевизору. Единая Россия не государство, да? Значит, она правящая партия, она не является государством. Поэтому на любом съезде может присутствовать государство и контролировать любую партию. Никаких проблем, повторяю, в этом не вижу. Значит, что касается бумажных бюллетеней, я не знаю, это своевременно или не своевременно, потому что иногда лучше оставить архаичную систему на какое-то время, значит, но не тревожить особо пугливых людей. То есть я не знаю, сколько у нас пугливых осталось, которые не доверяют электронному голосованию и считают, что их электронный голос подделать можно, а вот бумажный ни в коем случае. Хотя никто еще не знал об электронике, а бумажное голосование подделывались только так, в лед. Классические самые полковнику никто не пишет. Целый роман о том, как подделывали голосование. Маркеса, да. Вот. Поэтому, опять-таки, какой-то большой проблем не вижу. Потому что понятно, что точно так же, как, допустим, ушли практически в небытие газеты. Да? Они еще где-то есть, но читают их уже в интернете.
а не в бумажном виде. Уже вы не найдете этих стендов, да, с газетами «Правда», «Известия», «Труд», «Гудок» там и все остальное. Значит, вы уже не увидите людей в метро с развернутой газетой, разве что газета «Метро» или там какая-нибудь московская городская, которую вам всучили при входе. Значит, других вы не увидите людей с газетами. Их практически нет, они пускают, потому что это неудобно, да? Большой, даже когда вы дома в кабинете сидите, большой формат, в правом, в левом углу искать, статья туда-сюда переносится, вы кнопку нажали, вы в телефоне все это прочли. Маленький из кармана достали, и все газеты прочли. Точно так же постепенно, смотрите, нас что, по репродуктору сейчас населению, кстати, передают? Нет. Может быть, где-то, конечно, репродуктор на столбе еще и остался, и там стоит толпа и слушает голос Левитана. Значит, но в основном, значит, радио тоже ушло в интернет. И люди слушают его при помощи компьютера. И зачастую видят одновременно и картинку, и не только из студии, а некоторые передачи еще обогащают свою картинку видеокартинкой. Тогда уже вообще не понимаешь, это телевидение или радио. И телевидение ушло в интернет практически. И сейчас, пожалуй, интернет-аудитория значительно больше, чем аудитория телевидения. То есть технологии меняются. Я говорю только об информационных технологиях в данном случае. Технологии меняются отношения. Вы хотите больше эффективности в управлении. Большая эффективность предполагает большую скорость и более высокий темп обработки. Одно дело вручную вести бюллетени там откуда-то из Магадана в Москву, потом их пересчитывать. Ну и хорошо не на санях. Потому что раньше возили на санях, почему потом на самолетах, да? Значит, и там 3-4 недели тратить на то, чтобы объявить результаты выборов. А другое дело, когда вы к концу дня уже их объявили, потому что у вас все там в электронном виде есть моментально. Нет, поэтому тоже особых проблем не вижу, кроме одного. Это необходимо работать с социологами и понимать, насколько общество будет таким решением возбуждено в данной ситуации или в данное время. Когда она к этому привыкнет, а я думаю, что я вот смотрю сейчас на поколение своего сына, я понимаю, что они вообще не будут интересоваться, бумажный бюллетень когда-то был или не было. А на выборы ходит? Ну, в смысле, ходит. Он еще не ходит, потому что ему еще 18 нет. Он ждет, что было 18, и будут голосовать. Так систему он уже освоил. Вот. Ему в мае будет 18, дальше все, будут голосовать. Вот. Он просто, правда, еще почти никуда не может быть избранным. Правда, его не сильно напрягает, но голосовать будет. Вот. Так что, опять-таки, это поколение, да, оно совершенно по-другому вообще относится к электронным гаджетам. Оно, в принципе, не видит вот этого вот там, бумажного, не электронного и так далее. Оно находится за пределами их восприятия. Поэтому все равно рано или поздно это придет. То есть мы будем голосовать в электронной форме. Вот. Ну и вообще, если говорить в принципе о реформах голосования и так далее, то я в этом отношении человек не просто консервативный, а крайне допотопный. То есть я считаю, что самая большая проблема наступила тогда, когда голосование стало, то есть когда выборы стали всеобщими. В каком смысле? В смысле, что все могут голосовать. Потому что, понимаете, мы не голосуем по поводу того, как капитану управлять кораблем. Мы не голосуем по поводу того, как чинить мой холодильник или посудомоечную машину. Мы не принимаем вопрос голосования. А вот как управлять государством, что сложнее управления кораблем. Мы проводим голосование. Вы же голосуете, какой корабль вам использовать или какую машину купить? Нет, как это мы голосуем? Ну как, большинство людей покупают именно вот такие машины, ну или что-нибудь, неважно. Есть предложения на рынке, да? Но мы не голосуем по принципу, давайте вы нам будете выпускать другую машину. Когда-то были попытки голосованием назначать командование в армии после революции. Да? Приказ номер 1, да. Ни к чему хорошему это не привело, как вы знаете. Да? Выбирали себе командиров. Ну, мы же их знаем, да? Мы же знаем, кто нас лучше будет командовать, кто хуже. Выбрали. Ни к чему хорошему это не привело. То есть везде нужны профессионалы. В том числе и в государственном управлении. Особенно в отрасли законодательной. А человек выбирает того, кто ему понятен. Если вы соберете электоральную коллегию профессоров, они изберут профессора.
Если вы наберете электоральную коллегию сантехника, они изберут сантехника. Наберете электоральную коллегию бомжа, они наберут бомжа. А можно как-то объединить бомжей можно, и но тогда у вас все это будет представлено в этом самом парламенте. Более того... А одного надо избрать. Зачем надо договориться? Я вам не о президенте говорю, а о парламенте, ни одного. Вот. Значит, парламент, он никогда не один. Он представляет, в принципе, он представляет все общество, да? Например, когда общество голосует все, это голосование непрофессиональное. Когда появился термин «популизм»? Он появился в конце XIX века, когда начал резко расширяться круг допущенных голосований. Потому что когда это были профессионалы, вы не могли им прийти и сказать: слушайте, дорогие лорды, вот сейчас вы меня изберете, и там завтра у нас Темза потечет вспять. Или я высажу виноградники в Шотландии. Потому что почему шотландцы производят виски? Это и для здоровья нехорошо. Значит, и вообще и зерно уходит налево. Смотрите, мы там высадим виноград, будем делать хорошее, качественное вино, конкурировать с французами. А зерно, излишки, будем скармливать скоту, у нас будет расти прекрасная скотина, и будем конкурировать с аргентинцами. Так вот, его сразу выгонят, и никуда его не изберут, такого популиста, потому что профессионалы понимают. Начнем с того, что виноград в Шотландии расти не будет. А если будет, то вино из него, которое может конкурировать с французским, ты не вырастешь. По крайней мере, в ближайшие 100 лет и так далее. А вешать лапшу на уши населению по поводу того, что на Марсе будут яблони расти, это не очень большая проблема. Поэтому чем больше допущенных голосований, тем больше становится политиков-популистов. Но это не самое страшное. С этим еще как-то можно бороться. В принципе, да, в этом есть даже в большом наборе, да, который представляет все общество, средняя температура по больнице, да, значит, есть даже нечто позитивное, потому что он обеспечивает, если не квалифицированную законодательную инициативу, то он обеспечивает, по крайней мере, обратную связь. Ну, то есть вы видите, что какие слои общества чувствуют. Но с учетом того, что законы стали приниматься быстрее, чем когда-то в средние века подписывались королевские указы. Ну, то есть, как там называли когда-то Госдуму, бешеным принтером, да? Это не к ней относится. Это к любому сейчас современному парламенту. Законодательный процесс встал на поток, и законы штампуются один за другим. То есть то, что раньше регулировалось там одним законом в 10 лет или в 100 лет, значит, сейчас закон постоянно обновляется. Он торопится, темп жизни увеличился, да, и увеличился темп законодательства. Поэтому даже профессионалам, даже если бы мы сейчас собирали профессиональный совершенно парламент, из людей, которые занимались десятилетиями политикой, и то им было бы сложно профессионально оценить каждый закон. Ну да, потому там объемы какие, да. Да, во-первых, каждый закон — это не одна страничка, как правило, с пояснительными записками совсем, это 20 сантиметров стопка бумаги, а то и больше. А во-вторых, понимаете, это начиная от регулирования там вылова краба в Охотском море и заканчивая обустройством границы, которой еще нету, где-нибудь там на западном направлении. И весь промежуток тоже. И вы не можете быть профессионалом во всем. И то есть, когда вы получаете один закон в год, вы садитесь со своими коллегами по законодательной структуре, вам объясняют, вы понимаете, вы вникаете в суть, вы разбираетесь в проблеме досконально. У вас для этого есть время. Когда вы голосуете 4 закона в день, у вас времени нет. Сейчас регулируется. Законы постоянно меняются. В том числе на злобу дня постоянно меняются. Можно один и тот же закон может меняться в течение 4 лет подряд. Постоянно. Значит, вот результат — это снижение профессионализма уже не отдельно взятых депутатов, а законодательного органа. И я уже много раз говорил, что мы сталкиваемся с тем, что в любой стране практически, это не касается там только нас или только кого-то, только наших друзей или только наших врагов. Это касается абсолютно всех, значит, стран, построенных по парламентской системе. В любой стране правительство приходит в парламент, приносит законопроект, говорит, профессионалы его оценили. И большинство, которое это правительство поддерживает, говорит, мы вам верим. И голосуют за него.
То есть проходит просто механизм, значит, это самое голосование правительственным большинством. Значит, если большинство перестает верить правительству, оно голосует вотум недоверия, и тогда либо меняется правительство, либо меняется парламент. То есть состав парламента. Да? То есть важно не подход депутатов к закону, а подход депутатов к правительству. То есть мы верим правительству или мы не верим правительству в данном случае. Это вот, значит, у вас есть фракция такая, вот, если ее нет? А вот если ее нет, тогда у вас начинается министерская чехарда. И тогда начинается реформа парламента для того, чтобы он как можно меньше мог влиять на правительство. А в том случае возникает вопрос, а зачем тогда парламент, который на правительство не влияет? Потому что, смотрите, значит, законы он принимать профессионально не может, потому что их слишком много, и времени на их осмысление нету. Значит, у него есть механизм доверия, недоверия к правительству. Значит, таким образом он регулирует свои взаимоотношения с правительством. Если у него сокращается возможность давления на правительство при помощи этого механизма, то в таком случае, значит, у него исчезает возможность влиять на правительство. То есть он тогда просто штампует законы, которые ему приносят. Иначе ты в этот раз не проголосовал за наш закон, в следующий состав парламента ты не попадешь. Значит, опять-таки, смысл в таком подходе. То есть сейчас у нас остался единственный момент, который должен обеспечивать парламент. Это обратную связь от населения. Вот, но, типа общественные приемные, да? Да, но решать конкретные примеры. Да, но смотрите, президент все время создает общественную палату, там совет президента по тем, по этим, по другим, по пятым, по десятым вопросам. Почему? Потому что Путин вообще ориентирован на получение обратного сигнала от народа. Так? Значит, ему это необходимо в его представлении об управлении, в его системе управления. Вот, все эти вот встречи, там, большие интервью там, и так далее, это то же самое. Это обеспечение прохождения сигнала от народа. А о чем это говорит, когда создаются все новые и новые структуры в рамках президентских полномочий? А в рамках президентских полномочий президент может создавать практически любые структуры, которые обеспечивают выполнение задач перед ним стоящих. Это значит, что его не удовлетворяет прохождение сигнала через парламент. То есть это значит, что с этой ситуацией он тоже не справится. А почему не справится, я вам тоже могу сказать. Потому что вы не будете в массе огромной страны, когда у вас десятки миллионов избирателей, вы не знаете человека, которого вы избираете. Это не то, что раньше мы собрались на улице. В смысле своего регионального какого-то депутата? Даже своего регионального депутата вы не знаете. У вас слишком большой регион, значит, вы его все равно не знаете, за кого вы голосуете. Тем более за партийные списки. Вы не знаете этих людей. Вы знаете их картинку по телевизору. Или картинку в интернете, которую вам показали. То есть вы знаете картинку, которую вам показали. Для того, чтобы показать картинку, надо вложить деньги. Для того, чтобы вложить деньги, надо ими обладать. Следовательно, проходят в парламент те, кто представляет интересы определенных, кстати, финансово-политических групп. Но 5 первых-то все знают или нет? Как правило, это лица узнаваемые, если вы хоть чуть-чуть интересуетесь политикой. Вы знаете этих людей лично. Во-первых, 5 первых тоже не везде и не все знают. Значит, но вы знаете этих людей лично, вы знаете... я знаю точку зрения Геннадия Андреевича, например. Вы знаете картинку, опять-таки, которую вам продало телевидение. Почему? Он выступает, он уже 30 лет выступает с некими тезисами. Я тоже выступаю с какими-то тезисами. Вот если вы пойдете, я буду за вас голосовать. А вы знаете, что я при этом говорю дома, когда с вами расстаюсь? А может быть, я прихожу и говорю, обсуждали там не весь что. Вот есть же интересные дела, как банк ограбить. А они все о политике, да о политике. Откуда вы знаете, каким я являюсь за пределами картинки, которую вы видите здесь? Причем учтите, мы с вами, да, ведем просто диалог. Да? Я какой хочу, такой присутствую здесь. А если я иду на выборы, то я нанимаю специалистов, которые изучают общественное мнение и говорят мне, в твоем округе такие-то проблемы. Люди настроены так-то, так-то и так. Если ты хочешь собрать голоса, надо веди себя вот так. Акцентировать внимание на этом. Хорошо, вы девушки хотите понравиться девушке, вы же носите цветы и конфеты. Для того, чтобы все это изучить, опять-таки нужны деньги. Деньги кто-то должен дать. Угу. Значит, не тот, кого изучили, будет решать, что я буду делать, как я буду голосовать, а тот, кто профинансировал мою избирательную кампанию, извините. Это может быть партия, она меня включила в списки. И говорит, дорогой, это не ты прошел, это мы тебя провели. Потому что это наш список.
Значит, это наша партия, и народ голосовал за партию. Поэтому ты должен голосовать так, как говорим мы. Это могут быть люди, которые профинансировали вашу избирательную кампанию. Говорят, подожди, ты, конечно, очень хороший и умный, но деньги на выборы дали мы. А копеечка счет любит. И мы их вкладывали не в хорошего и в умного, мы вкладывали деньги в голоса в парламенте. И ты должен голосовать так, как скажем мы. Поэтому, да, и если вы соберетесь там большим коллективом рыболовов, то вы не сможете профинансировать избирательную кампанию ни партии, значит, ни даже отдельно взятого депутата. А если вы соберетесь небольшим коллективом рыбопромышленников, то вы это профинансируете. Поэтому сигнал о том, что происходит в рыбной отрасли, будет проходить искаженный. Не то, чтобы он будет совсем неправильный, но он будет отражать только один взгляд на проблему. Значит, другой взгляд он отражать уже не будет. Поэтому, повторяю, президент и ищет другие формы взаимодействия с народом. То есть парламент уже остался фактически, да, как только частично, то есть как одна из форм получения обратного сигнала. То есть даже не универсальная, как было когда-то. Раньше это была универсальная форма получения обратного сигнала. Вот поэтому я скептически отношусь к перспективе парламентаризма вообще. То есть я не знаю, как будет выглядеть государство в будущем. Но в том виде, в каком он существует, работать так, как он работал в 19 или в начале 20 века, парламентаризм уже не может. Мы в другое общество пришли. У нас другая скорость передачи информации, значит, у нас другая система взаимодействия между людьми. Я уже говорил когда-то, я не исключаю, что будет введена даже прямая демократия. То есть вот с этими самыми, с электронными бюллетенями, это, кстати, один из шагов в этом направлении. Если можно в электронном виде проголосовать за одного депутата, второго, третьего, пятого, десятого, то есть можно голосовать на местном уровне, на региональном уровне, на государственном уровне, на президентских выборах, на всех выборах можно проголосовать, то в электронном виде можно устраивать и референдумы в таком случае. Вполне. То есть убрать лишнюю ступеньку и общаться не по принципу население выбирает парламент, а парламент от имени населения говорит правительству, что население хочет. А правительство задает по критическим проблемам, оно задает вопрос населению. Там, где мы видим, да, есть социологические службы, да, они проводят опрос. Значит, опрос дает результат. И мы видим, допустим, что в нашей стране там 90% населения желает изменить закон какой-то таким образом. 90% за, мы его меняем. Тут вопросов нету. Значит, ну и опять-таки, если это не является какой-то там критически неправильным поступком, да, в таком случае мы начинаем просто агитацию против правительства. Вернее, правительство начинает агитацию против этого закона населения, для того, чтобы объяснить ему, что не надо ничего менять. Значит, но если все в порядке, мы его просто меняем. Значит, если, допустим, у нас население разделилось как 40 к 50... Это получается как вечер, или да? 40, Только большой. Да, или 40 к 60, да, то тогда мы говорим, ребята, подождите, нам надо прийти к какому-то более конкретному выводу, потому что мы не можем сейчас его изменить так, чтобы удовлетворить всех. После новостей продолжим. Оставайтесь на орбите. Ну, на классическую демократию покусились. В общем, довольно аргументированно, как мне представляется. Переходим к другим, не менее интересным темам. Ну вот, поразил глава Комитета Государственной Думы, кстати, опять о парламенте, да, по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. Он намерен внести в Нижнюю палату парламента проект с поправкой, который запрещает иноагентам входить в органы управления государственных корпораций. Указал среди этих корпораций в качестве примера Роскосмос, Росатом, Ростех, ну и так далее. Ну, во-первых, вот, насколько я понимаю, означенные компании там без участия, так сказать, нашего гаранта Конституции, президента назначение, по-моему, и не проходит, да? И вряд ли уж Владимир Владимирович, президент, туда допустит иноагентов. А во-вторых, разве вообще у нас есть иноагенты на таких постах? Тогда зачем этот информационный шум? И если это шум, конечно, а не серьезное какое-то предложение, с вашей точки зрения. Ну, знаете, обжегшись на молоке, дуют на воду, да? Значит, когда-то, помните, под лозунгом «все, что не запрещено, все разрешено», разрешили себе очень многое. Но самое главное, что этот принцип действует. И он вполне
Закон и юридический принцип. Все, что не запрещено, разрешено. Если у вас нет прямого запрета на вхождение иноагентов в управляющие структуры государственных корпораций, значит, теоретически может сложиться ситуация, когда он туда войдет. Владимир Владимирович не будет вечно президентом России. Это общественное мнение может поменяться. Мало ли что может вообще произойти. Даже сейчас запрета-то нету. И в результате у вас никто даже не имеет права, там, по идее, спрашивать, а вы инагент или нет. А что там спрашивать? Это же база соответствующая. База, есть. да. Но, кстати, когда вас куда-то там назначают, да, допустим, у вас спрашивают пакет документов, который необходим для назначения на эту должность. Но если вас принимают в детский садик, у вас не спрашивают паспорт, потому что у вас его еще нет. И он в этот пакет документов не входит. Если в пакет документов для назначения на должность не входит информация о том, являетесь вы инагентом или не являетесь, она и не запрашивается. Бюрократические структуры работают по одному и тому же алгоритму. Я запрашиваю то, что положено запросить. Все остальное меня не интересует. Значит, поэтому если нет оснований запрашивать принадлежность вашу к иноагенту, нет, это запрашиваться и не будет. Если вы не будете на каждом шагу рассказывать, что вы иноагент, или если вы не будете жутко популярным иноагентом, о том, что вы иноагент, знают все. Так я же маркировать должен свои какие-то действия, нет? Нет, вы должны маркировать в публичном пространстве. Да. А это что, публичное пространство просто на работу берут. Вам приходят и говорят, давайте мы вас ведем на работу, назначим управляющим. Нам нравится вообще, как вы управляете. Давайте мы вас назначим. И все. Если вы нигде ничего не пишете, да? Нигде ничем не выступаете, деньги ни на что не собираете, где написано, что вы иноагент? В списке, который где-то там лежит, вот вы прекратили деятельность активную. Но в списках вы продолжаете значиться. Вы не подавали в суд, не подавали там какие-то там материалы и не требуете исключить вас из списков иноагентов. Вам нравится быть иноагентом. Но активную деятельность вы не ведете. Может, вы даже там какие-то там финансирование за рубежа получаете для того, чтобы вообще ничего не делать. Я понимаю, что мы, кстати, рассматриваем там ситуацию маловероятную, да, гипотетическую, но... сейчас, да, вы правы, но в принципе, значит, если запрета нету, да, то, значит, вас можно назначить. Поэтому пытаются внести в запрет. То есть просто другое дело, что, как я исхожу из того, что когда принимался закон об иноагентах, да, надо было сразу думать и не кричать, у нас закон более либеральный, чем в Соединенных Штатах, мы вообще своим иноагентам ничего не запрещаем, мы их любим. Значит, а сразу же, значит, перечислять все, что им запрещено. Потому что у нас буквально чуть ли не каждую неделю иноагентам запрещают еще что-то дополнительно. Ну, пора уже как-то комплексно принять. Может быть, там вообще там их сразу в тюрьму посадить. Значит, за что? За то, что иноагенты. За то, что их фиансируют из-за рубежа, Подождите, но раньше им не запрещали, не надо было указывать, что они иноагенты, там не запрещали там где-то там участвовать в каких-то государственных структурах. Сейчас им много запрещено. Я уже потерял самое счет. Реклама, вот это все, образовательная деятельность. Да, сейчас им много и запреты новые вводятся. Ну, я думаю, что надо просто либо собраться, да, хорошо подумать и один раз проголосовать, значит, запреты на все, что уже надо запретить. Потому что, понимаете, закон, который постоянно меняется, это плохой закон. Это значит, что он был не проработан при его принятии. Значит, если вы на протяжении нескольких лет постоянно дополняете карательные нормы в законе, то он у вас, получается, не действует. Я бы не сказал, что они карательные, вы знаете. То есть они поощрительные. Нет, это не кара, это просто ограждение государства от лиц определенного круга. И все. Но когда государство вас отправляет в тюрьму, оно тоже себя ограждает от ваших услуг в той сфере, в которой они ему не нужны. Например, ему надо, чтобы в банк грабили. Значит, оно вас поэтому туда и отправляет. Но это же деяние, а иноагенты... Это тоже деяние. Что именно? Иноагентство — это работа на иностранное государство. Нет, если они нарушили там 280 какую-то статью, дискредитировали армию, тут да. А так-то что? Ну, вот значит, у них такой... Да, но 280... Это, я не помню, какая там статья, да. Я тоже не помню, я могу ошибаться. Дискредитация армии, да. По-моему, не 282, ну, неважно. Значит, дело в том, она же тоже не всегда существовала. То есть она появилась на каком-то этапе.
Значит, вот, но она не всегда существовала. Значит, соответственно, можно и иноагентство просто объявить уголовным преступлением, и все, а что нам мешает? Есть вещи, которые когда-то были административным правонарушением, а сейчас являются уголовным преступлением. Есть вещи, которые когда-то были уголовным преступлением, а сейчас не являются даже административным правонарушением. Или являются таковым. Вот. То есть ситуация может меняться в этом отношении. Поэтому может вполне со временем там иноагентство станет и уголовным преступлением. Ведь смотрите, как мы к этому делу подходим. Значит, человек работает на иностранное государство, по сути дела. И мы предполагаем, что тем самым он наносит ущерб своему государству. Ну, то есть нашему. Потому что иначе мы бы не ограничили. Если мы считали, что он приносит пользу, да, то мы бы не ограничивали бы его участие в какой-то там общественной, политической и так далее жизни. Мы считаем, что он наносит ущерб. Более того, мы считаем, что он это делает сознательно. Потому что если бы мы считали, что он делает бессознательно, то у нас есть такой способ, как беседа, да, прокурорская беседа, там, в ФСБ беседа и так далее. Его бы вызвали, его побеседовали, бы сказали, понимаешь, вот, друг дорогой, мы все очень хорошо относимся, но ты тут наносишь стране ущерб, поэтому давай не будешь этим заниматься. Он сказал бы, да, действительно, не подумал, больше не буду. Все. Но мы считаем, что он этим занимается сознательно, значит, что мы его ограничить не сможем, просто побеседовав и сказав, что наносишь стране ущерб. Значит, поэтому мы ограничиваем участие так, чтобы он не смог нанести дальше ущерб. Но если мы видим, что мы ограничили участие в одном, втором, третьем, пятом, десятом, но ущерб он все равно наносит, то мы, соответственно, усиливаем на него давление. Правильно я понимаю? Смотрите, вот в чем разница. Вот, например, то, о чем вы говорите, 280-я статья, пункт 3, да, я посмотрел. Это понятно. А вот, предположим, есть футболист Головин, который играет за Монако и выступает за сборную России. Он же на иностранное государство работает. Или есть кто-то поет в Ласкало и приезжает к нам, тут тоже выступает. Они, получается, иноагенты, но они ничего плохого не делают. Подождите, кто вам сказал, что не иноагенты? А как? А там же сформулировано не просто ты где-то зарабатываешь деньги, да, поехал, там где-то работаешь, по контракту зарабатываешь деньги. В таком случае там у нас и наши инженеры, которые строят атомную электростанцию за рубежом, окажутся иноагентами, потому что они же на иностранное государство работают. Ну, там они вопрос, от них деньги получают. Да? Ведь иностранное государство предположим, я не знаю, кроссовки делают там, где-нибудь за границей. Да. Значит, там люди, которые работают в информационной сфере, которые оказывают влияние на информационную сферу внутри страны, да? У американцев же тоже не все считаются иноагентами. Там считается, это у них свой закон об иноагентах, да, с которого наши свой сначала пытались списать, потом мы свой постепенно совершенствуем, значит, вот, в соответствии с нашими потребностями. Так вот, их закон об иноагентах предполагает, что иноагент — это тот, кто пытается, значит, на деньги иностранного государства оказывать политическое влияние в стране. Фактически мы тоже так же формулируем, что такое иноагент. Это тот, кто пытается влиять на политическую ситуацию в стране на деньги иностранного государства. То есть когда-то это назывались агентом влияния, да? Но агент влияния может не обязательно получать деньги. Ну, то есть мне просто может нравиться, там, допустим, Великобритания или Франция или Германия, значит, и я поддерживаю, значит, политику в их интересах, да, нашей страны, скажем, да. Значит, вот как, допустим, был этот самый Ростопчин, который был франкофилом, да, пока он был министром иностранных дел при Павле, или там, председателем коллегии иностранных дел. А потом, когда его в связи с изменением государственной политики с должности сняли, то к войне 18 года он уже стал франкофобом. Бывает. Да, это самое. А потом, правда, опять стал франкофилом. Вот, ну, значит, то есть, но он все время оказывал какое-то воздействие на государственную политику. Причем, когда он был председателем коллегии иностранных дел, то он оказывал критически важное влияние на государственную политику. Вот он был агентом влияния, по сути дела, французским. Значит, хоть, наверное, таковым себя и не считал. А если бы ему платили бы деньги за это, то он был бы иноагентом в нашем понимании, да? Значит, и если бы ему платили бы деньги, скажем, и он бы не выпускал бы свои эти глубинные картинки, значит, про то, как бить французов, а наоборот писал бы, что с ними надо дружить. Да? Вот война 12 года идет, и он пишет, что все люди братья, значит, французы нам ничего плохого не хотят, значит, надо с ними просто поговорить, значит, и подружиться, не надо в них стрелять там и так далее. Он был бы иноагентом в данной ситуации. Значит, а если бы он просто в это время бы уехал бы в какую-то французскую колонию и там занимался бы выращиванием какао,
и поставлял бы его бы там на российский рынок или еще на какой-то, то никаких бы проблем бы не было бы. Он бы не был бы никаким иноагентом тогда, да? Ну, политика, да, все понял. Ну вот, поэтому, когда мы считаем, что государство наносится ущерб, и мы не можем предотвратить этот ущерб, остановить его административными мерами, то мы переходим к мерам уголовным. Поэтому я, кстати, не вижу никакого проблемы, я не шучу, когда я говорю, что почему сразу не ввести уголовную ответственность. Ведь можно же провести градацию, да, ответственностей. Значит, от просто предупреждения, там, потом какие-то там административные штрафы и так далее, и до уголовной. Многие статьи так предполагают. В зависимости от ущерба, который вы нанесли, вы привлекаетесь либо к административной, либо к уголовной ответственности. Вот. И тогда не будет необходимости, значит, заниматься вот всеми этими и это нельзя, и это нельзя, и это нельзя. Потому что если вы издаете какой-то там подпольный листок там, или там, заводскую многотиражку, и там пишете о том, что, значит, вообще надо там Крым подарить Украине, значит, Сибирь Соединенным Штатам, Сахалин Японии, значит, о себе сидеть в границах бывшего Великого княжества Владимирского и не высовываться, да, значит, то у вас такой, кстати, ареал влияния, что если вами психиатры не хотят заняться, то, в общем-то, и государства до вас особого дела нету. Выписали там штраф вам, да и ладно. А вот если вы пришли руководить госкорпорацией, будучи иноагентом, да, и нанесли ущерб в результате государства, этот ущерб может исчисляться миллиардами, а может и триллионами в результате. И прокуратура доказала, что этот ущерб нанесен, то вы отправляетесь в тюрьму только и всего. И тогда не надо вот этого беспрерывного перечисления. А здесь у нас одно, а здесь у нас второе, а здесь у нас третье, а сюда нельзя пускать, и сюда нельзя пускать, и сюда, и сюда, и сюда. Тогда можно пускать, но оценивать уже, кстати, по делам их узнаете их, да. Если пользу принес, орден дать. Значит, если вред нанес, в тюрьму посадить. А в принципе, вот у нас иностранцы были в советах директоров многих банков, там, компаний стратегических важных, типа Роснефти, Газпрома и так далее. Вот это стоит как-то вообще-то во всех компаниях зачастую, не во всех, а во многих компаниях зачастую работают иностранцы в зависимости от того, каких целей вы стремитесь достичь. Если вы выходите на конкретный рынок, да, допустим, вы решили там продавать москвичи где-нибудь в Гвинее, и у вас есть местный партнер, который будет там заниматься их обслуживанием. Вы можете его даже приобрести, то есть вложить деньги, купить какую-то местную фирму, которая обслуживает автомобили, которая обладает сетью заправок там, и так далее, и ввести его представителя в совет директоров. Потому что таким образом вам будет проще осуществлять свою деятельность в данном регионе. У вас будет иностранец в совете директоров. Да. Вот если, допустим, ваш бизнес связан с каким-то государством, где вам надо лоббировать свои интересы, или где вам надо людей, которые знают местный рынок, которые пользуются доверием на местном рынке. Вот вы просто пришли и говорите, я хороший. Он говорит, да, вы, может быть, хороший. Об этом мы узнаем лет через 15-20, когда вы здесь поработаете. Вам надо работать уже. И вам надо доверие уже, потому что доверие — это большие деньги, это кредиты, это сотрудничество и так далее. От этого зависит, сколько вы денег затратите на вход на этот рынок. Зачастую люди просто, или компании, значит, вводят в совет директоров местных, кстати, профильных, уважаемых, кстати, экспертов или бизнесменов и так далее, работают с ними или через них на этом рынке. Вопрос в том, для чего они вводятся. Кроме того, я вкладываю деньги, да, в какую-то компанию. Понятное дело, если я купил одну акцию Сбербанка, то никто меня в совет директоров вводить не будет. А если я купил треть Сбербанка? Тогда на собрании акционеров у вас будет голос. Да, у меня будет не один голос. У меня будет очень много голосов на собрании акционеров. Значит, более того, если я вдруг решу продать свои акции, у Сбербанка могут возникнуть большие проблемы, просто потому что я их буду продавать. Поэтому Сбербанк будет заинтересован в том, чтобы максимально плотно со мной сотрудничать. И если, допустим, я скажу, что я не хочу даже присутствовать в совете директоров, просто мне лень, я не для того покупал акции, то все равно мне предложат ввести туда своего представителя. Просто потому, что у меня треть Сбербанка в руках. Или любого другого, любой другой компании. Это нормальный процесс. Просто, опять-таки, вопрос в том, что иногда бывают ситуации, да, когда приезжают иностранцы в какую-то колонию, фактически чуть ли не насильственно, не под дулом пистолета, но почти бесплатно отбирают какое-то прибыльное дело
да, значит, там получают, допустим, монополию на обработку и добычу там каких-то первичную обработку каких-то полезных ископаемых. Да? Для того, чтобы платить меньше налогов, создают там местную какую-то компанию, но в совет директоров, которые будут управлять, они вводят 90% своих людей и берут одного местного для того, чтобы его показывать по телевизору. Понятно, что это наносит ущерб государству, но просто в любом деле, да, это как в этом самом, как атом. Может быть атомной станцией, может быть атомной бомбой. Классический пример. Вот. В любом деле его можно использовать во благо, да, можно использовать во зло. Поэтому просто наличие иностранцев в совете директоров не говорит вообще ни о чем. Мы иностранец и иностранец. Для чего, как он работает, с какой целью, сколько иностранцев, кто его туда отправлял там, и так далее. Это комплекс вопросов, который может дать самый реальный ответ на вопрос, а нужен он там вообще или нет. Пользу он там приносит, вред или вообще просто сидит и деньги получает. Просто вы сами говорили, что конкретно, когда... Сейчас, секунду. То есть завтра ситуация может измениться, да, а у нас запрета на это нет, а потом он потребуется. Вот как-то так было, нет? А здесь он не работает? Нет, подождите, отчет запретить иностранцам присутствовать директоров? Нет, я ничего не... Я просто спросил ваше мнение. Нет, я просто не верю. Я говорю, я не считаю, что даже этим самым иноагентам надо запрещать присутствовать в совете директоров там или еще где-то. Я уже только что сказал, что я считаю, что точные ограничения, да, сюда нельзя, сюда нельзя, сюда нельзя, сюда нельзя, сюда нельзя, сюда нельзя, сюда нельзя. Их можно не перечислять, их можно прекратить заниматься. Мы все равно все точечно не перечислим. Надо подходить к делу стратегически, то есть вводить ответственность по ущербу. То есть, определять, что они должны себя маркировать как иноагенты, потому что они пытаются воздействовать на государственную политику, на общественное мнение в интересах другого государства. Это маркировка. При этом в рамках своей деятельности они могут наносить государству ущерб, а могут его не наносить, да? А могут даже и пользу почему-то приносить. Это если не приносят пользу, то государство им даст орден. Не обязано, но может дать. Если они вообще нейтральны, да, ни пользу, ни вреда не приносят, и пусть все сидят. Висит марочка, что они иноагенты. И пусть все сидят, и где хотят, там и работают. Тоже никаких проблем. А если они приносят вред, то тогда наступает ответственность от и до. Понимаете, если ты нанес вред на 5 копеек, потому что случайно споткнулся и стекло разбил, ты заплатишь штраф. А если ты умышленно подорвал стабильность в каком-то регионе, распространял информацию о том, что сейчас летит там откуда, из Израиля самолет, и кто там евреи в турбинах попрятались, или кто там, что там было в Дагестане, кто там прятался в турбинах, или где там их искали. Вот. И если ты подорвал стабильность в целом регионе, то ты отправишься в тюрьму и надолго. И все. И никаких проблем. И не надо потом объяснять, что там мне сказали, значит, мы не проверили информацию. Ты ее опубликовал. Значит, даже не ты был первичным источником. Ты был среди тех, кто ее публиковал. И все. И никаких проблем. Значит, и, опять-таки, будут к этому делу тогда подходить значительно более аккуратно. Потому что, опять-таки, вот мы говорили с вами о парламенте, да, хотя это сложная тема, парламентаризм. И я не случайно сказал, что у меня к этому допотопное отношение, потому что я предлагаю вернуться к тому же, с чего начиналось. Было народное собрание, дополненное Сенатом. Я предлагаю сделать народное голосование, дополненное Сенатом, то есть убрать просто вот эту нижнюю палату парламента, сделать, просто к этому, может, когда-нибудь придем, но сейчас просто не время. Значит, народ будет требовать все равно, чтобы был парламент там, и так далее. Как вы правильно сказали, надо, символ демократии нужен. Вот. Значит, так вот, точно так же и в информационной сфере сейчас происходит. Информационная сфера перестала выполнять функцию информирования. Она стала в основном гнаться за сенсацией. Она стала работать функцией привлечения внимания. Инструмент влияния тоже. То есть мне не важно. Да, а вот благодаря этому она стала инструментом влияния, только не сама влияет, а через нее влияет. Потому что мне не важно, я публикую точную информацию или неточную. Мне важно опубликовать первым, если я считаю, что эта информация жареная и набежит народ. Значит, соответственно, с этим надо бороться. Потому что иначе мы не остановим вот этот вал фейковой информации.
Да, тем более при искусственном интеллекте. Спасибо большое, Ростислав Владимирович.